Здравствуйте, дорогие зрители! В последнее время мы с мамой увлеклись мотоциклетной тематикой, и поэтому приобрели вот такой наборчик. Знакомьтесь, Кьюман, я смотрю, он претерпел серьезный ребрендинг, Unlimited Ideas of Human Designers, Article 42114, скоростной мотоцикл. Кстати, хочу еще придраться к вот этой надписи Creative Triple Forms with Infinite Imagination, что переводится как «креативные тройные формы с бесконечным воображением». То есть, креативные и с бесконечным воображением здесь модели, а не ты. Итак, спереди коробки большое изображение основной модели и еще две альтернативные. Сбоку еще одно изображение трех построек. С другого боку то же самое. Сверху дублирование логотипа и название серии. И снова три варианта сборки. А сзади эти мотоциклы изображены уже в 4-й раз. Только уже в равном масштабе. Внутри коробки 3 пронумерованных пакета с деталями. И толстеннейшая, как для такого набора, инструкция. На 134 страницы. С наклейками. Что ж, а на этом по внешнему осмотру и распаковке все. А значит, приступаем к сборке.
Ну вот и все. Первую модель мы собрали. Называется она Naked Bike, что переводится как «голый мотоцикл». Это наименование для целого вида мотоциклов, не имеющих пластиковых обтекателей и ветрозащиты, от чего и названы голыми. Мотоцикл этот, судя по всему, эгоист. Это такой, на котором одно посадочное место. Из подвижных элементов у него есть опора для ног, а также подножка. Руль и переднее колесо у него, к сожалению, никак не поворачивается. И приборная панель отсутствует. Что ж, по первой модели все. Переходим к сборке второй. Ну вот и все, вторая модель готова. Называется она Moto Scrambler, что так и переводится. Это универсальный мотоцикл для езды как по городу, так и по умеренному бездорожью. Что же касается модели, то, как по мне, детализация у нее будет даже получше, чем у предыдущего варианта. У нее проработаны выхлопные трубы и даже видны различные компоненты. Но деталей в ней ощутимо меньше, чем было у Naked Bike. Руль у мотоцикла также не вращается, но может отклоняться из-за огромного люфта или вообще перевернуться кверх тормашками. Подножка имеется, но вот подставок под ноги водителя уже нет. Что ж, по второй модели все. Переходим к сборке третьей.
Ну вот и все. Третью модель мы собрали. Называется она Offroader, внедорожник. Ну или иначе можно сказать, Enduro. Самая маленькая модель из всех. По детализации она на одном уровне с мотоскрэмблером. Виден двигатель и защитные элементы. Как и у всех остальных, имеет подножку, кстати, хорошо складывающийся, а также не поворачивающийся руль. Что ж, на полке же я у себя оставлю, пожалуй, именно первый вариант, только немного его доработаю. Затайлю вот этот пин, заменю тут детали 3х1 деталями 6х1, а также прикрою брекетами вот эти щели. Что же касается качества пластика, то тут Human, как всегда, на высоте. Даже нет проблемы с туго крепящимися деталями. Тут они местами даже хлипковаты. Кстати, когда я увидел, что они изменили логотип на пинах, я в тот момент даже офигел. То есть, просто чтобы вы понимали масштаб, они все свои старые молты выкинули и купили новые, просто для того, чтобы поменять лого на пинах, на букву, которая даже никакого отношения к названию фирмы не имеет. Видать, у Human сейчас настолько все хорошо, что они аж вот так с жиру бесятся. В заключение хочу сказать, что, как по мне, этот набор хорош даже на детали. Мне часто в самоделках оказываются нужны вот такие скосики, которые крайне тяжело где-либо достать. А тут их вон как много. Да и в принципе еще есть целый ряд достаточно занятных деталей. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.